Всем привет, друзья! Сегодня у меня в гостях Александр Муханчиков, трейдер, инвестор, игрок в покер, правильно? Саш, ну расскажи о себе, как ты пришел туда, где ты сейчас, чем ты занимаешься и как ты начал играть в покер. Собственно, мне 32 года, да, я учился на ВМК, так же, как и ты, учитель математика и кибернетика. На каком-то этапе, там, буквально на втором курсе, у меня появились свободные деньги. Откуда? Это был наверняка сэкономленный на обедах, либо заработанный там где-то на кафедре или еще что-то. Это было буквально 30, 40, 50 тысяч рублей, не больше. Стал узнавать, читать. Где-то прочитал какую-то книгу про фондовый рынок. Это, может быть, был «Богатый папа, бедный папа», что-то типа такого. Мне стало интересно, я стал погружаться в эту тему, узнал про паевые инвестиционные фонды. Это был 2008 год, самое начало, когда рынок рос. Потом я стал погружаться еще глубже, потому что я понимал, что инвестиционные фонды забирают себе 2% комиссии, плюс еще что-то. Мне было жалко отдавать. Я, естественно, думал, что я умнее, чем эти фонды, смогу заработать больше. Поэтому в мае 2008 года мне очень повезло, рынок был на максимумах. Я продавал абсолютно все, что было. Я выводил из всех паевых инвестиционных фондов деньги и открыл счет у брокера. Сколько ты вывел денег тогда? Ну, соответственно, процентов на 20, на 25 больше, чем завел. То есть 1060. Начал с торговли акциями. Потихонечку стал покупать, продавать довольно активно. Тогда рынок как То раз есть прям был... начал сразу торговать, то есть ты не стал там, инвестором, держателем? Нет, потому что я понимал, что сумма маленькая, как бы, и заниматься инвестированием там с 60 тысячами рублей, ну, в то время хочется стать как бы быстро богатым, а не заниматься инвестированием на 20, на 30 лет. Поэтому стал быстро торговать, потом узнал про срочный рынок и открыл счет на срочном рынке. То есть срочный рынок — это рынок, где торгуются фьючерсы и опционы, то есть где есть вшитое плечо, там до 10-го плеча, и, соответственно, где можно торговать, имея небольшую сумму, можно торговать большими суммами, соответственно, с большим риском, но и возможность заработать больше тоже есть. Подожди, ты сразу в плюс начал торговать, ты можешь объяснить, как так Нет, у получилось? меня было много слитых счетов, то есть я завел 25 тысяч рублей, там, может, их раскрутил, произошло несколько неудачных сделок, слил. Это абсолютно Это очень стандартная напоминает ситуация. покер, да? То есть ты заводишь деньги, катаешь что-то там где-то туда вверх-вниз. Пошел не на свои лимиты, слил. Да, то есть торговля не по банкроллу, то же самое, что в покере, игра не по банкроллу. Но, наверное, вот 2008 год, несмотря на это, там, я закончил около нуля, 2009 в большом плюсе. И, соответственно, так постепенно стал раскручиваться, докладывать, потому что тогда я еще работал параллельно. Так что появлялись какие-то деньги от зарплаты, было чем докладывать, было чем пополнять, несмотря на слитые счета. Хорошо, сколько ты максимально мог за месяц раскрутиться? Вот можешь вспомнить прям такое яркое твое взлет и падение или просто взлет? Я думаю, максимальную сумму, которая в процентах я зарабатывал за месяц, это где-то я увеличивал, наверное, счет в 6 раз. То есть, там, имея 50 тысяч рублей, я там мог заработать 300. Это, наверное, максимум, что было. Но это был прям такой очень активная торговля 5 дней в неделю и хороший рынок. Хорошо, а как ты начал в покер играть? Также в 2008 году, в то время как я открывал счета на фондовом рынке, мои друзья заводили бесплатные $50 на старзы и говорили мне, что покер гораздо лучше, чем трейдинг. И у нас всегда были с ними споры, что же на самом деле лучше. Но с друзьями как бы мы с 2008 года как раз в покер играли. То есть они просто начинали делать более профессионально, играя уже онлайн, а я собирался только офлайн. А есть какие-то известные игроки сейчас, с которыми ты в свое время... Наверное, нет. Наверное, они покером профессионально, да, не занимались. Ну, давай перейдем к тому, чем ты еще торговал. Расскажи про все институты, может, какие ты используешь, акции, крипта. Занимался ли ты Форексом когда-нибудь? Торговал я практически всем, что торгуется в принципе. То есть я торговал, начиная там от российского фондового рынка акций, фьючерсов, опционов и заканчивая, я не знаю, облигациями на Японию, европейскими бандами, там какие-то экзотические китайские индексы. То есть я торговал, в принципе, более-менее всем, что мне подходило, потому что инструментов очень много, и
чем торговать, особой разницы нет. Просто у каждого инструмента есть какие-то свои особенности в плане времени, когда он торгуется, в плане активности. То есть, например, там время, когда в Москве день, естественно, китайские индексы либо не торгуются, либо они абсолютно не активны. Но если я, например, путешествую, уезжаю в другой часовой пояс, то мне удобно ими торговать было, потому что это совпадало по времени и по активности. А как ты торгуешь? То есть ты используешь какой-то теханализ или что? Ты какие-то свечки, сигналы? Можешь объяснить? Потому что ты говоришь, вот я уехал в Китай, я торгую китайскими там, бумагами, а ты в них разбираешься, нужно в этом понимать. То, как я торгую, наверное, это уже какая-то магия, потому что это все в голове, и это происходит на автоматическом режиме. Объяснить это довольно сложно. Мне кажется, сейчас то, что позволяет зарабатывать, естественно, это опыт, многолетний опыт восприятия цены, восприятия свечек и информации. То есть мне порой не нужно даже видеть график, я просто, зная цену, запоминая, какая цена была вчера, какая сегодня, я примерно в голове представляю текущую формацию и понимаю, что нужно делать. То есть, по сути, ты интуитивно анализируешь поведение общей массы людей, что они будут делать. Абсолютно верно, да. То есть никакого фундаментального анализа и технического анализа в общем понимании я точно не использую. Никакие индикаторы я не использовал никогда в своей жизни. То есть ты чуйка рек. Наверное, да. Хорошо, а в покер ты играешь, ты используешь что-нибудь? Чуйку? Ну да, вот как ты считаешь, покер похож в этом плане с трейдингом, то что тебе нужно что-то проанализировать оппонентов? Потому что некоторые, например, пользуются статистикой, все изучают досконально, да, там, все, опираются только на это, чистая математика. А некоторые, наоборот, катают по чуйке больше интуитивно. Если чувствуют слабость, там, пытаются поддавить и так далее. Вот как ты считаешь, в этом есть какое-то сходство? И как ты к покеру относишься в этом плане? Можно вернуться в наши как раз споры 2008 года с теми покерными профессионалами. Мой аргумент всегда был о том, что расти по лимитам в трейдинге гораздо проще, чем в покере. Потому что нет разницы в трейдинге, торгуешь ты, имея сумму в 100 тысяч рублей или имея сумму в 100 миллионов. По сути, ты всегда для себя можешь найти те инструменты, которые тебе будут комфортны. И ликвидность там, под 100 миллионов рублей ты тоже сможешь найти. В покере же тебе приходится расти по лимитам, и твои соперники там на лимите в $50 и на лимите в $5000, они отличаются очень сильно. Соответственно, то время, которое тебе нужно тратить на подготовку, на изучение, оно тоже сильно увеличивается. То есть для меня всегда был аргумент за трейдинг, то, что увеличивать лимиты в трейдинге гораздо проще. Только объем увеличиваешь, по сути, правильно? По сути, да. Объем, количество используемых инструментов, а так все остается то же самое. Плюс для меня в то время всегда был понятен регулируемый процесс в трейдинге, то есть ты приходишь к брокеру, ты открываешь счет, брокер является твоим налоговым агентом, он за тебя платит налоги, то есть тут все просто. В покере возникает вопрос очень много. То есть кто является твоим налоговым агентом, как подавать, как заполнять декларацию, то есть тут тоже есть как бы свои риски, которые ты как игрок несешь на себе. Хорошо, а чем тебе покер так нравится? То есть ты же в него постоянно играешь, что я тебя вижу в Сочи, ты играешь, кэш приезжаешь с друзьями, трейдерами, вы собирались, когда был криптофорум. Я задавался этот вопрос, не могу ответить. То есть покер для меня это такое же сильное увлечение, хобби, как, например, футбол, но, возможно, покер для меня это возможность выплеснуть какую-то лудоманию, которую я не могу выплеснуть в трейдинге как профессионал. То есть ты консервативный трейдер? Ты не можешь замазаться, да? Ну, конечно, то есть я могу, но у меня все равно есть понимание риска, есть понимание какой-то максимальной потери, которую я могу допустить в сделке. В покере же позволить там себе поиграть лимиты чуть выше, чем я потенциально могу. В покере я могу, в трейдинге мне это уже сложнее, потому что я трейдинг воспринимаю как профессионал, то есть как основное свое занятие, как источник, как бы основной источник дохода, как то, чем я занимался, буду заниматься. Хорошо, у тебя просадки бывают в трейдинге, ты сидишь и вот вроде все правильно делаешь, но... Конечно, это абсолютно нормально. Как с этим жить и не тильтовать? Ну, то есть, например, у меня какой прошлый год, наверное, я закончил в минусе, и я считаю, что это трейдинг, это нормально. Минус сколько процентов? Я не помню, то есть как бы по сумме знаю, но это не для эфира, но, то есть минус солидная сумма. Бывает, как бы ничего страшного в этом нету. Это часть
профессиональной деятельности, которую я на себя принял 10 лет назад, и это ноша, которую я несу. А ты можешь сказать, что вот есть какой-то процент трейдеров, которые в плюс играют, которые в минус, которые в ноль, или все-таки тоже здесь может меняться, ты можешь играть в плюс, а потом бах, начать заливать? То есть какие здесь аналогии? В трейдинге, естественно, очень много инвесторов среди физических лиц. Поэтому на растущем рынке количество трейдеров, которые торгуют в плюс, оно гораздо больше, чем, например, на падающем рынке. Если брать длительный промежуток времени, то считается, что в трейдинге, я думаю, так же, как и в покере, зарабатывают 5% от всех участников. А вот все фонды, ты приходишь в банк, у всех есть какие-то управляющие, да, деньгами, доверительное управление и так далее. Они все в плюс играют? Вот я не могу понять. Для себя они, конечно, играют в плюс. То есть они получают комиссию от себя. Я все Они фонды... от плюса, если они в год в плюс заканчивают, они получают комиссию всегда, правильно? Не всегда. У них обычно по условиям, что они получают процент от капитала как менеджмент-фи. То есть там типа 1,5, 2, 3%, это зависит уже от жадности фонда, он получает от тебя сразу, как будто бы на обслуживание этого фонда. То есть это те деньги, на которые как раз любой фонд и живет. Плюс, если он заканчивает год положительно, он получает комиссию от прибыли. Мгм. То есть Сколько это эта комиссия обычно? от 15 до 50%. То есть я знаю фонды, например, которые там, по-моему, работают 3,30, то есть они 3% забирают как менеджмент-фи от капитала и 30% от прибыли. Но они торгуют каждый год в плюс, это официально подтверждено, и у них очередь из инвесторов, которые они просто не берут деньги уже, все. Что это за фонды, расскажи нам. Мы хотим туда попасть все. Ренкап, Ренессанс Капитал, фонд Саймонса, самый известный, наверное, такой алго-трейдер, один из самых известных мировых фондов. То есть он каждый год заканчивает в огромном плюсе. Они работают полностью алгоритмами, они не работают там на микродвижениях, но у них очень много денег в управлении. У них роботизировано, получается, весь процесс? Полностью, на 100%. Но их нужно же все время, да, роботы подстраивать под рынок. Как это работает? Обычно очень много стратегий, то есть я думаю, что в Ренкапе там больше тысячи стратегий, которые работают одновременно. Естественно, они сглаживают общую кривую дохода, поэтому получается совокупно у тебя, вне зависимости от движения рынка, ты зарабатываешь. Хорошо, расскажи, торговал ли ты валютой? Да, я торговал в том числе и валютой, и фьючерсами на валюты. Вот, расскажи нам про рынок Форекса, потому что к нему очень такое специфическое отношение, особенно у нас в России этот рынок очень своеобразно, да, устроен. И вот расскажи, как устроен у нас в России этот рынок, и как вообще в мире торгуется валюта, и что ты можешь предсказать, насколько это ликвидно, насколько это может быть прибыльно. Если торговать с плечом, то как быстро можно слить свой депозит или там раскрутиться. Рынок Форекс вообще один из самых ликвидных рынков в мире, но то, что понимается в России под рынком Форекс, это совсем не то, что принято воспринимать рынок Форекс. То есть у нас рынок Форекс за счет всевозможной рекламы, которая раньше была там, начиная от Аэроэкспресса и заканчивая телевизором, это испортило, например, мое отношение к рынку Форекс напрочь. То есть легкость открытия счета, то, что это было у нас, минимальная сумма, с которой можно открыть, и, соответственно, количество людей, которые там участвовали, мне кажется, это очень похоже на то, что сейчас происходит с рынком ставок у нас в стране. То есть просто пытаются Выжать деньги из людей. Да, абсолютно верно. То есть пытаются привлечь просто массу. Многие форекс-брокеры, они даже не выводили деньги, сделки клиентов на общий рынок. То есть если у тебя маленький депозит, то смысла им этого нет, потому что ты играешь в минус, например, да, то есть они могут на себя риски взять. Да, они пользовались именно статистикой, что большинство трейдеров торгуют в минус, оно рано или поздно сливается, поэтому просто беря на себя риск клиента, беря на себя сделки клиента, они становились их контрагентами и фактически забирали их деньги. То есть, конечно, всегда будут люди, которые торгуют в плюс на любом рынке. Но я понимаю, что наши брокеры просто, они людей заводили на убой, Да, против них ставили, те сливали депозиты, и все это, по сути, как казино, против которого ты играешь. Мне сказали просто ребята, что сейчас настолько регулирование жесткое, если ты что-то не так сделал, тебе за это просто срок дадут. У нас сейчас, по-моему, там типа 2-3 брокера есть официальных Форекс. Это типа Альфа Форекс, по-моему, БКС Форекс и кто-то еще, и все. Остальные все работают типа неофициально. В принципе, это такая серая зона, как и покер получается. Да, да.
Вот смотри, хорошо, давай такой вот пример. Ты приходишь первый раз, делаешь депозит, например, на Форекс брокеру, да, и пытаешься с него раскрутиться, например, не знаю, 10 тысяч рублей, 100 долларов, ну, 100 долларов, да, пытаешься до 1000 раскрутиться, и ты приходишь первый раз в покер, ты не знаешь еще как-то, что устроено, делаешь депозит 100 долларов и пытаешься до 1000 раскрутиться. Где раскрутиться будет тебе проще? Я на 90% уверен, что в покере раскрутиться. Почему? По той причине, что плечик, для того, чтобы раскрутиться на рынке Форекс со 100 долларов до 1000, тебе нужно взять плечо, причем плечо большое. То есть раскрутить депозит в 10 раз, учитывая, что среднее движение там, на валюте в день, ну, если рынок волатильный, оно может быть там чуть меньше процента, а так в целом волатильность на рынке валют не такая большая. При этом увеличить 100 долларов до 1000 в покере, это может быть, ну, потенциально. Ну, то есть, понятное дело, что ты тоже должен катать тогда не по банкроллу. Ну, то есть, там, сделать, я не знаю, 2 шота на NL50, либо на NL100 с коротким стеком, ну, мне кажется, Так. шансов больше. Нет, ты не умеешь играть, ты новичок, ты пришел, то есть ты не... Если ты Ну, новичок, конечно, ну, Форекс, вот сейчас я прихожу, я на Форекс, и новичок в покер. Мне кажется, что тут шансы неизвестно, у кого будут выше. ну, тогда, наверное, в рулетку, то есть в Форекс выиграть проще. Тогда так. Почему рулетка? Ты такой зашел, читаешь, вот коронавирус в США, думаешь, о, наверное, бакс сейчас подрастет, давай на Ну, потому что, повышение. наверное, для меня, как человека, который глубоко уже в теме, это выглядит как рулетка. То есть это действительно выглядит как просто как ставка в рулетку. Хорошо, ты на Форексе сделал деньги? Я не торговал чистым Форексом никогда. Я торговал валютами, но торговал их как бы на... Средний срок или как? Нет, я торговал их через фьючерсы, либо через западные брокеры и биржи. Ну, то есть я торговал... Я никогда не был открыт счет именно у Форекс-конторы. Это было Ну, у все нас опосредованно. в России ты имеешь в виду. И на Западе тоже. То есть западный брокер я торговал через Interactive Brokers, у них выход тоже идет на Форекс, но Форекс там, он не то, что понимается у нас в России под Форексом. То есть это такая цивилизованная биржа валют. Ну, ты просто выбираешь валютные пары и ставишь ордера В и целом делаешь сделки. ничем не отличается, да. То есть это ничем не отличается от рынка акций, потому что программа, ну, софт такой же, вот MetaTrader и так далее, правильно? Нет, софт абсолютно другой. Или нет? То есть Или они отличаются? всё, Свечки, что вот это все. Давай, нам нужно знать. софт абсолютно другой, но в целом, то есть принципы торговли, все остальное, оно ничем не отличается, кроме того, что любые сделки там, естественно, выводятся на рынок, то есть вне зависимости от объема. Хорошо, а ты вот можешь сказать, вот тебе график нарисуем цены, тебе будет все равно, что это? Доллар к рублю или там акции Теслы? Когда я торговал активно как раз через вот западного брокера, да, то есть я порой даже не видел название инструмента, я забывал, чем торгую. То есть просто ты смотришь на скорость движения, на характер изменения цены, и тебе больше ничего не важно. То есть, получается, это как бы анализ психологии массового поведения людей. Ну, по сути, цена же это ну, кривая Но это спроса и совокупно предложения. идет с характером поведения цены, потому что, например, те же самые банды, они ходят очень медленно. Например, те же самые акции Tesla сейчас, они летают там по 10% в день. Это совсем разный характер движения. Мгм. И ты Вот смотри, подстраиваешься. у меня наш спонсор, да, мой спонсор, FX Open компания, предлагают подписчикам раздать деньги, и после одной сделки их можно вывести, любой, на трейдинге. Вот ты бы что порекомендовал? Вот тебе дали 100 долларов на халяву, ты можешь сделать одну сделку и потом вывести деньги. Какую бы ты бы сделал? Ну, возможно, я бы это использовал как фрибет и где-то... Максимальное и- плечо? Я думаю, да. Я думаю, кстати, да, потому что смысла иначе нету. То есть я бы использовал бы эти деньги, да, просто как фрибет и максимальное плечо использовал бы на какой-нибудь волатильной паре. Рубль-доллар. Ну, возможно, да, и либо какой-нибудь австралийский доллар скорее. То есть что-то более волатильное я бы использовал. А почему австралийский доллар более волатильный? Ну, потому что средний характер изменения цены у него выше, чем у рубль-доллар. Рубль-доллар сейчас не так активно ходит. То есть ты сейчас можешь сказать, Либо на ребята, турецкой лире, кстати. заходим, ставим наугад, да, вырастет или Да, ну, например, упадет. продаем турецкую лиру с максимальным плечом и ждем. Либо какой-нибудь аргентинский как раз песо. То есть что-то вот такое вот. То, что ходит очень сильно. Хорошо, а если тебе сказали, тебе нужно сделать 10 транзакций, то как бы ты поступил?
Усреднялся бы здесь или брал опять максимальное плечо 10 раз? Усреднялся бы. Это больше подходит ему какому-то стилю. Твоему темпераменту. Да, да, мне комфортнее было бы так. Но все равно плечо, которое я использовал бы, да, это было бы большое плечо. Потому что $100 незначительная сумма, как бы, используя сотое плечо, это уже что-то может быть. Друзья, мы с компанией FX Open решили разыграть $1500 для начала для вас. Все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на компании FX Open, в комментариях указать номер своего счета, и потом случайным образом $1500 мы разыграем. Вы сможете эти деньги вывести после одной любой транзакции. Как сказал вам Саша Муханчиков, сделайте самую высокодисповую тему, и все. Коронавирус уже здесь, многие на карантине, поэтому это отличная возможность для вас разобраться в тематике, подзаработать. Дерзайте, всем good luck! Слушай, ну реально сейчас люди наживут денег, прикинь, ты просто угадал с огромным плечом, и все. Но единственное, нужно разобраться, как пользоваться терминалом и так далее. Правильно? Я думаю, ребята из FX Open им помогут. Потому что я, когда я зарегался сам, я пытался торговать, ну чуть-чуть я посмотрел, потому что все-таки, мне кажется, чтобы торговать, ну на это нужно реально тратить время. Конечно. Ну, то есть, было время, когда я торговал с 10 до 24, то есть рынок открывался в 10, срочно рынок работает до 23-50, вот ты сидишь и торгуешь. Ну, честно говоря, я так понял, что есть люди, которые реально шарят, как это делать, потому что мне подсказывал там Денис, вот он говорит, что ты можешь вот такие-то вещи сделать, потому что там такие-то новости, например, да, я делал, и это реально в большинстве случаев работало, и я даже заработал на этом денег. Это просто сам опыт. бы я бы не догадался. Это просто опыт. Это опыт, когда ты круглосуточно уже сидишь перед терминалом, а у них еще проще, ты видишь действия клиента, который сливает, и ты понимаешь, что это не работает. То есть то, что делают клиенты, это не работает. То значит, нужно делать что-то другое. Хорошо, как влияют новости? Вот нужно смотреть новости. Я знаю, ребята, они открывают сразу Твиттер, там, ну, если крипта, да, все прошерстили и так далее. Ты же говоришь, ты же вообще смотришь просто на график. Я вообще смотрю на график, потому что я считаю то, что я не успею действовать основываясь на новости. То есть на опережение надо играть там сразу? Я считаю, что все новости уже в цене. С другой стороны, например, 2 дня назад был пример, когда у меня в новостной ленте я увидел новость о том, что арестовали генерального директора Роснефттрейдинг, посмотрел на цену, она стоит просто на одном месте, и только через 10 минут цена упала на 4%. А я подумал, типа, что ну странно, как бы, что реакции нету, а оказалось, что просто это вышло в одном информагентстве, а все смотрят Bloomberg или другое информагентство, а новость там вышла с опозданием на 10 минут. Ты расстроился? Нет. Я заработал это в итоге на этом, но меня удивило. Ты успел в итоге? Да, у меня были позиции, как раз, которые позволили мне заработать, но меня удивил сам факт того, что настолько медленно на текущий день, то есть учитывая наши технологии, учитывая, насколько много роботов, которые анализируют Твиттер и все остальное, почему не было мгновенной реакции. Я такое видел впервые, поэтому меня это сильно удивило. То есть в покере тоже, вот понимаешь, там происходит какое-то событие, например, рекреационный игрок садится за стол. И что происходило? Проги, которые считывают, сразу подсаживаются все играть к нему. Сейчас тоже? Вот, сейчас например, тоже Твиттер вышел. Вот, например, если я играю, там, я вижу, я сел за стол, бац, там 6 человек в очередь, я думаю, понятно. Автоматически, да? То есть тоже анализируют и подсаживаются. Так, давай поговорим немножко о крипте. Как ты сейчас смотришь на рынок крипты? Сейчас биткоин начал опять вверх отрастать. Что происходит, можешь сказать? Ну, у меня есть определенный портфель крипты, который я держу уже очень давно, как бы не вывожу. Также, естественно, я торгую криптой, потому что, как я уже сказал, в принципе, для меня нет разницы, чем торговать. Это такой же рынок со своими правилами и законами. Хорошо, какой у тебя портфель, можешь рассказать? Какие валютки тебе нравятся? Не какой у тебя портфель, какие валюты вот тебе Сейчас нравятся? в основном это эфир, то есть, наверное, эфир составляет где-то 40% от портфеля, 15%, я думаю, биткоин, 15% это EOS, есть Republic, 10%. Что это такое Republic? Я первый раз слышу. Republic — это валюта REN, которая позволяет сделать одномоментные транзакции, менять валюты между собой. Они сейчас проводят большое тестирование, будут хорошо внедряться. То есть я прям верю в этот проект. Как ты считаешь, крипта на чем держится? Она держится на том, что вот биткоин — это какой-то ценный актив, в котором можно будет хранить деньги в будущем? Или ты считаешь, что очень много вкладывается именно веры некоторых людей, некоторых сообществ,
которые устали от там, работы с банками и так далее. И за счет этой веры людей становится больше, и поэтому они приходят, и там биткоин растет. Я думаю, что у тебя первая фраза со второй это абсолютно одинаковые. То есть это и там, это просто вера людей. Конечно, это все вера. Это вера в то, что это обретет какую-то ценность, это будет стоить дороже. То есть почему Tesla сейчас стоит безумно дорого? Потому что Я вообще не понимаю. это вера людей. То есть, например, Tesla там производит 1% от автомобилей в год, от всех автомобилей, но она стоит дороже, чем почти по сути, все это надутая стоимость. автокомпании. Правильно? Абсолютно То есть нет верно. никакой ценности у них, новых технологий. Это особо вера, нет. это BMW вера тоже в электромобиль будущее. делают. Сейчас все начинают делать электромобили. Это вера в будущее, это вера в то, что компания будет зарабатывать больше, захватит рынок. Это вера в то, что биткоином будут пользоваться 100% населения, что золото уйдет на второй план, все будут хранить в биткоине, что правительство будут хранить в биткоине. Так уже так происходит. Просто об этом не говорят. Потихонечку, да. Но для меня основной показатель в крипте — это то, что количество, объем транзакций непрерывно растут. Я думаю, надо следить только за этим сейчас. То есть пока это растет, то значит все хорошо. То есть если не ошибаюсь, сейчас транзакции в биткоине намного больше уже, чем в PayPal. Как бы это хороший такой показатель. Извините, в PayPal конвертация валют, например, есть. Вот хочешь ты перевести 6%, я не знаю сколько, какой-то, нереально. Я не понимаю, как можно отдавать все время столько денег куда-то на сторону. Ты даже в Сбербанке переводишь по России деньги, у тебя 1% забирают. Люди очень консервативны, они пользуются тем, чем привыкли. Поэтому смена парадигмы, смена мышления, она будет происходить постепенно. Но я думаю, что новое поколение, оно в этом плане, у них более гибкий ум, и он быстрее подстраивается под новые реалии. Поэтому мне как раз кажется, но есть же регуляторы, которые захотят часть пирога себе забрать. Да, конечно. Все деньги, которые прокручиваются, государство все забирает. И они должны это забрать. Это абсолютно нормально. То есть если даже в том же самом биткоине какой-то процент будет платиться за транзакции, ничего страшного в этом нет. Даже если будет платиться процент комиссии больше майнерам условно, но не майнерам, а государству, это нормально. А как ты считаешь, каков риск того, что биткоин схлопнется и не будет стоить ничего? Он всегда есть. Какой процент? Процент мне оценить сложно, то есть что он не будет стоить ничего, я думаю, сейчас стремится уже к нулю. А то, что to the moon, биткоин 100 тысяч? 100 тысяч, наверное, это не то, что... Я не могу сказать, что это маленькая цена, то есть у меня нет, например, ожидания, что он будет стоить 100 тысяч, но в моменте он может стоить абсолютно любую цену. Это не показатель реальной стоимости. То есть сейчас очень сложно оценить, сколько реально может стоить биткоин. Он может стоить абсолютно любую сумму. Он может стоить $100, это будет нормой. Это будет его адекватная стоимость. Сейчас неизвестно, что можно принять за адекватную стоимость биткоина. В моменте может стоить абсолютно любую цену. Хорошо, смотри, если мы составим какой-то портфель, у человека есть деньги, ты бы как порекомендовал его распределить? У тебя 100%? Я бы начал с того, сколько человеку лет и какой его источник дохода. То есть, просто если человеку 20 лет, например, как мне было, когда я начинал, у меня 100% моих средств, они были рисковыми. То есть мне было все равно, я был готов потерять все, я поэтому спокойно уволился с работы в 2011 году, потому что я понимал, что я это должен делать, пока я молодой. То есть мне гораздо сложнее будет увольняться с работы в 40 лет. Но это как не по банкроллу играть, когда ты молодой, ты залился, в принципе, тебе раскрутиться проще как-то, потому что нет таких потребностей, Конечно. у тебя нет семьи, еще нагрузки какой-то дополнительной. Конечно, поэтому я бы начинал именно с вопроса, то есть сколько человеку лет. 40 лет человеку, что делать, куда лавах вкладывать? Сейчас безумно тяжелое время для инвестиций, потому что все рынки акций находятся на максимумах. Все доходности по всем облигациям, они находятся на минимуме. Риски, которые человек несет при инвестициях, естественно, сейчас они повышенные. Поэтому, возможно, на данный момент самое лучшее — это кэш, это ожидание. То есть просто ждать какого-то кризиса, ждать какого-то минимального падения и покупать акции. Ситуация такая, что рынок может продолжить расти. То есть рынок настолько сейчас иррациональный, что он легко может еще вырасти. У тебя ситуация такая, что ставка ЦБ 6%, но многие наши компании переходят на выплаты 50% от чистой прибыли в виде дивидендов. Поэтому может возникать ситуация, когда компания платит 7, 8, 9, 10%
от своей стоимости, от стоимости акций годовых в виде дивидендов. То есть, например, та же самая Татнефть Преф платит сейчас порядка 11% годовых от своей стоимости. Это безумная просто разница, такого не должно быть на цивилизованном рынке. И именно из-за этого как бы еще может быть переоценка определенных наших акций. То есть, несмотря на то, что сейчас инвестировать уже вроде как страшно, Жадность. да, но, может быть, это где-то нужно делать. Просто нужно держать руку на пульсе. Но, опять же, надо понимать, что сейчас безумный бычий цикл, безумно растущий как бы рынок, и насколько долго это может продолжаться и чем это закончится, неизвестно. 1,5 месяца, 2 месяца назад я составлял свой портфель по облигациям, потому что у меня тоже, естественно, какая-то часть есть в облигациях. Я купил довольно надежные облигации. Американские? Российские в рублях, которые приносили 8%. Это компания ПИК наша. Это самое лучшее, что я нашел по соотношению риск-доходность. Я смотрел буквально неделю назад, эти же самые облигации, если бы я их брал сегодня, они бы уже приносили там в районе 7,4%. Слушай, почему так мало? У нас же... Потому что у нас ставка Центрального банка уже 6%, официальная инфляция еще ниже. Официальная инфляция ниже. У нас официальная инфляция, если не ошибаюсь, в районе 4%, может, ниже даже. А какая реальная инфляция? 8-9%, наверное. Ну, то есть ставка ЦБ, она будет стремиться к инфляции. Она, естественно, будет выше, но будет стремиться к официальной инфляции. То есть ставка ЦБ, она может еще падать. И из-за того, что ставка ЦБ падает, естественно, все доходности тоже падают. А банки какие дают сейчас проценты? Мне кажется, 5. Не знаю, банковскими вкладами не пользовался очень давно. То есть всегда выгоднее взять облигации Сбербанка, чем положить Сбербанк на вклад. Да. Причем риски будут меньше в облигациях. Ну, то есть сейчас как раз у нас идет парадигма, пытается изменить сознание масс и всех привести на фондовый рынок. Ты считаешь, это правильно? Я считаю, что это нужно делать, но это нужно делать параллельно с обучением финансовой грамотности. А у нас... Насколько ты оценишь уровень финансовой грамотности в России? Он очень-очень-очень низок. То есть я своим знакомым там когда-то посоветовал инвестировать там просто 10% от получаемого дохода в акции. Прочитал у Кийосаки, да? Ну, наверное, да. Ну, то есть у меня, естественно, все спрашивали в свое время, что, Саш, вот я хочу так же, как ты, там, ты постоянно где-то путешествуешь, что-то еще делаешь, вроде как работаешь, но с другой стороны как бы не работаешь, зарабатываешь. Я хочу вот так же, что мне делать? Но я всех отговаривал, чтобы все торговали. То есть я говорил, что типа ни в коем случае не торгуйте. Я говорю, вот если вы хотите хоть что-то делать на фондовом рынке, просто 10% от зарплаты берите, кладите брокеру и покупайте акции. Просто вот прям всех подряд акций берите. Хорошо, а тебе нужно при этом транзакции совершать какие-то? Потому что вот у меня был счет давным-давно в Allure брокере, и потом там 10 тысяч рублей было, я купил акции Газпрома, 40 акций Газпрома. Но потом я на это дело забил, вообще не вспоминал. Оказывается, они мне писали письма, что вы не торгуете, и так далее. И потом они начали раз в месяц продавать акции, чтобы заплатить им какой-то фи по рыночной цене и закупать их заново. И в итоге у меня счет слился в ноль, когда я пришел уже там узнавать. Но это добрый Allure брокер просто тебя в ноль слил. Обычно происходит как? Все зависит от брокера, но в целом, я думаю, сейчас, если у тебя есть какие-то акции, лежат на депозитарии, то ты там должен порядка 150 рублей, по-моему, в месяц им платить за депозитарий, за использование депозитария. Но это есть не у всех брокеров, есть брокеры, где этого нету, где просто если ты не совершаешь ни одной транзакции в месяц, ты ничего не платишь. То есть ты можешь просто держать акции и все. То есть все зависит от условий. В принципе, просто сделать обычному человеку, самому разобраться. Очень легко. То есть у нас сейчас куча брокеров, плюс сейчас активная реклама там и Тинькофф Инвестиции идет. То есть сейчас даже это можно сделать все удаленно, открыть счет у брокера, завести сразу сумму и торговать. Плюс сейчас у нас есть индивидуальный инвестиционный счет, который может позволять и дополнительно зарабатывать. То есть пока эту возможность не убрали, можно им воспользоваться. Так сделать это все очень просто, сейчас даже можно и удаленно. Хорошо, а если ты хочешь торговать валютой, то это уже другое, правильно? Смотри, какой валюты. То есть если ты хочешь торговать доллар, рублем, евро, рубль, это все можно делать у нас на московской бирже. Если ты хочешь торговать какими-то эксклюзивными валютами, то тогда у тебя несколько выборов. Либо искать надежного форекс-брокера, либо открывать, например, счет в том же самом Interactive Brokers, это крупнейший мировой брокер,
который позволяет И торговать торговать там валютой. всем чем угодно, да. Хорошо, а можешь сказать, можно научить человека торговать? Вот ты можешь взять человека с улицы, вот мне пишет в Инстаграме, научи меня играть в покер, там, ты меня поднимешь, я буду тебе благодарен и так далее. Вот ты можешь сказать, можно научить просто рандомного человека, случайного, торговать в плюс? Или для этого нужны какие-то предпосылки, какие-то тоже таланты, скиллы? Мне за мое время приходило безумное количество вопросов и просьб, и разных историй о том, насколько там у человека плохая жизнь, и что для него трейдинг и я — это последняя надежда на исправление для обучения торговли. Я отказывал вообще всем прям категорически, потому что, во-первых, я всегда считал, что обучение и трейдинг — это совсем разные вещи, это совсем разные бизнесы. Можно быть хорошим трейдером, но можно быть ужасным тренером. Поэтому я отказывал всем. Плюс я не понимаю, что значит обучить трейдингу. Я могу кому-то подсказать, что ему стоит делать, там, в зависимости от того же, от возраста, от темперамента. Я могу ему подсказать, какими инструментами ему стоит торговать, в зависимости также от суммы, от риска, который он готов нести. Но научить торговать я даже не представляю как. Поэтому для меня тут, наверное, обучение покеру, оно понятно как. А вот обучение трейдингу я не представляю как. Мгм. То есть ты считаешь, что покеру легче научиться? Я считаю, намного легче, да. Ну, то есть на каком-то уровне научить человека играть в ноль либо в плюс на определенных лимитах точно можно. Ну видишь, тут разница в том, что в трейдинге ты можешь торговать в плюс, и этот плюс, он уже не зависит от лимитов. То есть Ты его плюс можешь, торгуешь, ты ты все. масштабировать его можешь, да. Ты можешь масштабировать. А в покере такого не бывает. Ты можешь микролимиты играть в ноль, чуть дороже, все, ты начинаешь заливать. То есть в покере на микролимитах научиться катать в плюс гораздо проще. Только тут встает вопрос о рейке, потому что на микролимитах у тебя большой рейк, и научиться его бить, это уже может стать вопрос. Блин, ну вот видишь, торговать в плюс надо же тоже на дистанции. Вот в покере важна дистанция, нужно сыграть там 1000 турниров, чтобы понять, в плюс ты играешь или нет, потому что ты можешь случайно выиграть, и все. А как в трейдинге понять, что ты торгуешь в плюс? Точно так же нужна дистанция. То есть, как говорится, да, что нельзя путать растущий рынок с собственной гениальностью. То есть сейчас вот, например, рынок растущий, и появляется сразу куча специалистов в области трейдинга, те, кто хотят и научить, создают свои телеграм-каналы, то есть именно вроде как профессионалов, которые действительно заработали деньги, хорошие деньги за последние 2 года. Но это был растущий рынок. И действительно ли они умеют торговать, либо им просто повезло? Это все можно узнать только через определенный промежуток времени. Слушай, был же эксперимент, когда брали обезьян, им давали список акций, они случайно тыкали и показывали отличные доходности. Это абсолютно нормально. Ну, то есть, например, сейчас на растущем рынке в Америке мало какой фонд обгоняет индекс S&P. То есть профессионалы не обгоняют текущий растущий Но рынок. при этом себя забирают нормально, да, комиссии. и Они так забирают, далее. да, но там у многих есть условия, типа, что если они не обгоняют, они зарабатывают меньше. Ну, то есть, как бы сейчас все фонды, они страдают, да. Потому что по многим их моделям там рынок сейчас перекуплен. Мгм. Скажи, а как коронавирус повлияет или влияет ли уже на рынок акций и на, например, крипту? И на валюту? Вот на все 3 рынка можешь сравнить? На рынок в данный момент он влияет для меня хорошо, потому что повышается волатильность, то есть внутридневная волатильность сильно растет, рынок движется как вверх, так и вниз активно, то есть какая-то сильная большая волатильность, она сейчас, естественно, появилась. Это дополнительный риск, который сейчас висит над всеми рынками, и как это повлияет в дальнейшем, никто сказать не может. Возможно, этот риск вообще сейчас еще недооценен, и коронавирус будет предвестником там, какого-то большого падения. То есть это пока ничего не известно, это покажет, опять же, только время. Хорошо, если все будет падать, крипта будет расти, как считаешь? Тут двояко. То есть, как бы, с одной стороны, кто-то может посчитать, что крипта — это такой safe haven, и в нем будут сохранять деньги. Это будет а-ля золото. Потому что, например, золото сейчас на любых осложнениях таких, оно растет. С другой стороны, если будет кризис ликвидности, а любой кризис как бы возникает из-за нехватки денег в реальной системе, то будут пытаться достать деньги из любых мест, где только можно. Но в крипте сейчас не так много институциональных денег, которые туда зашли, поэтому вряд ли будут какие-то большие продажи в крипте. Мгм. А как ты считаешь, в будущем банки начнут использовать крипту, в том числе биткоины и так далее,
Если, ну, вот произойдет такое или нет? И если произойдет, то как это скажется на рынке? Все идет к этому. То есть тут просто основной вопрос — это вопрос в регулировании. Да? Должны быть какие-то единые стандарты, которые будут приняты всеми, и понятные правила игры. Пока этого нету, никакого принятия не будет. Но стандарты, которые будут приняты всеми, их же кто-то контролирует все равно. Обычно это американцы, да? Потом они захотят наложить санкции на тебя, и что тогда Ну, скорее всего, произойдет? да, вот тот же самый ФРС, это же частный банк, то есть кто-то примет эти стандарты, и все будут им подчиняться. Тут выбора просто как бы не будет. Всегда есть сильные мира сего, кто принимает какие-то решения. Хорошо. Расскажи про свои планы на будущее, может быть. Какие-то серии планируешь сыграть? Чем ты вообще обычной жизнью живешь? Вот ты как трейдер такой, ну, твои друзья тебя как воспринимают, как твоя жизнь? Что ты путешествуешь, там где-то работаешь в У меня сейчас ноутбуке? даже много уже таких друзей, кто живет такой же жизнью. Воспринимают, наверное, да, как трейдера, инвестора, кто часто куда-то путешествует. Дают тебе, говорят, давай, вот у меня бабки есть, там, закинься куда-нибудь и поторгуй за меня. Предложения такие тебе поступают? Наверное, уже давно не поступают, потому что все знают, что не возьму. А, ты не берешь? Я То есть вообще это не... только свои деньги? Да, я брал, наверное, последний раз, там, может быть, в 2010, в 2011 году, ну, то есть я очень давно не брал, торгую только на свои деньги. Для меня всегда риск и какие-то потери на чужих деньгах, это воспринималось гораздо болезненнее, чем потери на своих деньгах, поэтому я решил от этого отказаться. А от бекера играть вот это то же самое, что... Ну, вот я всегда воспринимал как бы потери для инвестора гораздо болезненнее. То есть я бы, наверное, не смог бы играть там на 100% от бекера. Хорошо, При этом, кстати, у меня есть успешные истории бекинга в покере. О, то есть ты покупал доли или что? Да, я покупал доли, и человек там доехал в топ-5, по-моему, в Сочи, в мейне. В каком? Я не буду разговаривать. Но это был Не в хорошо. том, который я выиграл? Нет, нет, Было просто самое интересное. нет, не в том. А у вас есть своя тусовка трейдеров, которые играют в покер? Да, конечно, есть. Сколько у вас человек? Я думаю, суммарно, может быть, человек 10. Почему меня не зовете? Я, например, я по большей части играю в Амаху. Так что- начинается, да, так- сразу виляние Так что хвостом? можем с удовольствием позвать. В Амаху. Я, кстати, в Амаху не играю. А вы хорошо играете? Я бы пришел поиграть. Может, ничего недельный какой-нибудь совет бы дали. Куда деньги вложить или там не вкладывать и так далее. Что делать? Вы же вот делаете, ну, вот за покерным столом обсуждаете бизнес и так далее. Порой бывает, Заработали конечно. вы друг на друге денег, вот скажи? В покере? Нет, за покерным столом обсудив какие-то дела. Я думаю, что да, конечно. Ну, то есть в любом случае, мне кажется, общение — это самое ценное вообще, что может быть. Поэтому это очень здорово именно вот так вот встречаться и делиться какими-то мнениями, какими-то советами. Какие-то инвест-идеи, они, если и возникают, то ликвидности сейчас хватит на всех, и поделиться какой-то инвест-идеей как бы всегда можно. То есть нет такого, что вот закрытая информация. Вот потому что раньше в покере, помнишь, такая была ситуация, ты начинаешь стримить, вот я, например, регуляр, и мне все говорили, вот ты делишься информацией, люди начнут лучше играть, усилятся поля, мы будем меньше выигрывать, это полный отстой, и с тобой никто не общается, ну, не обсуждает там раздачи и так далее. Но сейчас ты увидишь, этот выписал обучающий курс, этот записал обучающий курс, Петер Анджело, Бен Сиби, Хольц, уже все, кому не лень, вот Кану 7 записал сейчас, Run It Once, куча обучающих сайтов, чуваки тренируют, половина топ-регов стримит и так далее. Все это делают. Вот ты как считаешь, какой правильный путь развития? Или это просто неизбежно? Но в итоге-то поле не особо усилилось. Поле Ну, то есть усилилось? Оно усилилось в интернете. Я просто, например, я сужу по себе, то есть раньше, естественно, я играл ужасно, прям отвратительно в Амаху, я вообще не умел. Сейчас, наверное, я тоже играю плохо, но я вижу там ошибки других. То есть, на мой взгляд, я не думаю, что в целом как бы что-то изменилось в офлайн. Но если, например, смотреть с инвестиционной стороны, да, что у тебя также самые интересные проекты, ты никогда не сможешь инвестировать там в очень крутой проект на хороших условиях. Потому что это инвестпроект, он приходит в известный фонд, как бы и ты не сможешь туда инвестировать. Но ты можешь в малый бизнес инвестировать, правильно? Да, в малый всегда там купить либо франшизу, либо что-то еще. Вот ты инвестируешь в малый бизнес, тебе поступают предложения? У меня, наверное, все инвестиции в малый бизнес, они были не слишком успешны, и из-за моего вот трейдингового как бы прошлого и настоящего
я вижу слишком много рисков в реальном секторе. То О есть как. у То меня, есть ты пессимист. у меня девушка занимается реальным сектором, и я всегда, как бы, да, я в этом вижу прям очень... Что продает? Она продает украшения. Вот как раз мы на прошлых выходных ездили в Питер, я помогал ей с открытием. У нее второй открылся шоурум в Питере. То есть первый есть шоурум в Москве, второй в Питере. Как Это раз, приносит деньги? Вот скажи, насколько конечно, сложно делать деньги в реальном секторе? ей, конечно, приносит деньги. Это основной ее и единственный источник. Вот как раз во время наших путешествий она постоянно ищет каких-то новых дизайнеров, потому что она привозит дизайнеров со всего мира в Москву и продает как раз их украшения здесь. Мгм. А ты можешь мне сказать, как сейчас вот современные технологии, соцсети, Твиттер, хайп, у нас же люди, мне кажется, сходят с ума периодически, как сильно они влияют на рынок? Потому что я до сих пор не могу понять, почему некоторые вещи вызывают такой безумный ажиотаж, но потом они же все забывают, да, там через год и Да, так далее. Есть такое? Вот можешь рассказать вот про эти хайповые какие-то штуки? ну, то, что, например, сейчас происходит с Твиттером, там, с тем же самым Трампом, такого не было никогда в истории. То есть, когда один твит Трампа может раскачивать рынок очень сильно, ну, это просто безумие. То, что происходит с хайпом, опять же, денег в системе и в мире сейчас очень много, поэтому люди просто ищут, куда инвестировать. Поэтому и взлетают и криптовалюты, поэтому взлетают какие-то частные инвестиции, поэтому взлетает там и Тесла. Вот эта вот вера людей в светлое будущее, она сейчас просто на безумном уровне. Ты в ICO вкладывался? Было дело, конечно. То есть Заработал? на хайпе я поучаствовал, на каких-то заработал, а какие-то вот у меня меньше процента от портфеля остались с тех времен. То есть это какая-то боль, которая лежит в портфеле, как напоминание о том времени. Слушай, а у тебя же был телеграм-канал о крипте. Можешь рассказать про него? Да, это было как раз то время, когда я нанял человека, который помогал мне делать обзоры. Мы делали обзоры. У меня был, наверное, один из первых каналов об ICO в СНГ. То есть там, по-моему, доходило назывался? ICO Invest, канал ICO Invest. То есть там, наверное, доходило до 20 тысяч человек, что сейчас с этим каналом я даже очень давно не смотрел, сколько там народу, может, 1007 осталось, но я не писал уже года полтора. Но мне было интересно, потому что я делал обзоры для себя в первую очередь. То есть как раз человек мне помогал, мы занимались анализом проекта, мы смотрели, куда сами можем инвестировать, и я просто всей этой информацией делился с... Ты заработал на этом канале денег? Да, потому что Эфиров, там... битков? Потому что там были рекламные посты, и я делал там обзоры, я делал там порой платные обзоры, но все обзоры были честными. Я ссорился с компаниями, которые заказывали у меня обзоры, потому что им обзоры мне нравились, а как бы деньги они заплатили, а я откровенно писал, что проект полная ерунда, и как бы, ну, я просто расписывал, то есть я расписывал всю правду о команде, я Ты их расписывал... предупреждал, что будешь говорить, как Я есть? сразу говорил, что обзор будет честным. И у компании было два выбора, либо не публиковать обзор, либо публиковать обзор как есть. Но сейчас большинство, в принципе, ICO-проектов... Смыло с рынка, да, потому что вся токеномика, что была сделана, она была не продумана. Естественно, все это было сделано на хайпе, просто чтобы собрать денег. Ну, то есть это большинство проектов, и это тоже абсолютно нормально. Также было во времена доткомов, когда был хайп, и все компании росли в небеса, а потом остались там считанное число компаний. Хорошо, а вот у нас есть, например, молодые покеристы, которые там раскручиваются до какого-то банкролла условного. Ты можешь им посоветовать, и они думают, о, у меня сейчас есть лишние деньги какие-то. Ты вот можешь им посоветовать какую-то стратегию поведения как инвесторам, например, вклад в свое будущее? Вот что бы ты избрал? Какой путь людей? Это хороший вопрос, потому что у них есть какой-то а-ля стабильный доход, потому что у них есть какие-то деньги, которые они забирают из покера. Покер является абсолютно рисковым занятием, так же, как, например, для меня трейдинг. Поэтому им эти деньги нужно вкладывать куда-то, что будет приносить им стабильный доход. Просто вместо вклада под подушку они должны эти деньги куда-то относить в другое место. Я бы им посоветовал просто каждый месяц буквально покупать облигации. Потому что облигации, они ликвидные, они могут их в любой момент продать, они могут их купить абсолютно на любую сумму. Там, если российские облигации брать, там минимальная сумма будет 1000 рублей, наверное, за одну облигацию. И делая это каждый месяц, у них доходность будет размазана. То есть даже несмотря на то, что текущие облигации там приносят 7,4%, через полгода ситуация может измениться, они будут покупать уже и будет приносить им 8%, но имея деньги на том же самом
на том же самом фондовом рынке, имея ликвидные деньги, они эти облигации могут в любой момент продать и купить, например, подешевевшие активы. То есть во время кризиса, если будет какое-то большое падение, у нас облигации ликвидные, продаем облигации, покупаем акции. И, соответственно, как бы у нас уже есть какой-то сформированный портфель. Мы не тратим время на то, чтобы завести деньги, на то, чтобы придумать это что-то. Но мы исходим из того, что рынок в перспективе всегда растет, потому что он наливается новыми деньгами. Правильно? Потому что компания растет, экономика растет. То есть основное — это как раз в данный момент покупать короткие облигации, потому что короткие облигации не упадут в цене, и они будут приносить там 7%. Ты можешь годовых. на рубли купить облигации российской компании, правильно? Именно на рубли, да, конечно. А как ты считаешь, вот хранить, например, валюту, ты в каких валютах бы хранил? В данный момент, наверное, у меня большинство, ну то есть долларов, я думаю, процентов 40 от портфеля, остальное это рубли. То есть все-таки в чем... Евро? Евро почти нету. Ну то есть евро есть на сессию в Барселоне, на кэш, на какие-то поездки. Ну то есть в основном надо хранить в том, что приносит какой-то доход, и в том, что есть траты. То есть мне рубли приносят там определенный доход. Это минимум, это, соответственно, там минимум ставка по облигации там 7-8%. Если доллары ничего не приносят, а просто лежат, то, соответственно, мы теряем сразу 7-8%. Это если курс не... Это если курс не растет, да. Да. Я не думаю, что курс будет сильно расти, как бы, мне кажется, мы находимся... Если кризис глобальный случится с Китаем и так далее, это отразится на нас. Будет из-за этого курс расти? Даже если он в моменте будет 70, то у нас сейчас настолько плавающая валютная корзина, что я в данный момент не вижу перспектив для очень большого роста курса доллара. Да, а можешь рассказать свои планы по покеру на ближайшее время тогда, ну вот в ближайший год, что ты планируешь посетить? Можно к тебе, например, на серии подойти и сказать: Саня, я видел интервью с Анатолием, можешь что-нибудь порекомендовать, там, ну что-нибудь такое, какую-нибудь приколюху узнать? Подойти всегда с удовольствием, ты всегда рад какому-то общению. В ближайшее время точно собирался поехать в марте в Сочи как раз на серию. ЕПТ или, может быть, на серию супер хай-роллеров? На ЕПТ, на серию супер хай-роллеров, там, к сожалению, нет амахи и турниры от 25 тысяч. Я пока такие это дешевые. не решаюсь играть, если только от бекера. А какой самый большой у тебя байн был? Боин, наверное, 300 тысяч, которые мейн, 5 тысяч, наверное. А может и не было, я не помню уже. Не, ну, То есть наверное, играл мейн. В турнирах я, наверное, играл не настолько много, насколько я кэш. То есть на ЕПТ я тоже поеду играть в кэш. Кэш мне как-то ближе и интереснее. Ну, а как у тебя нет этого ощущения, того, что вот, турниры же все-таки, там есть определенный адреналин, да? Ты сидишь, у тебя, если высокая стадия, давление, тебе не хочется вот этих ощущений? Вот для меня это самое крутое. Хочется, что, но... кэш, ты сидишь, ну, одни и те же блайнды, одни и те же люди. Но, к сожалению, турниров по Амахе очень мало проводится, как бы, а мне Амаха все-таки интереснее и ближе. То есть поэтому я смотрю на серии, где как бы есть хотя бы 2 турнира по Амахе. То есть пока просто смотрю по сериям, смотрю по расписанию. Абсолютно точно буду в Сочи. Некоторые же люди ради азарта играют, правильно, на бирже? То есть, ну, как у нас есть, ну, лудоманы, по сути, которые хотят этих эмоций. У тебя в покер же тоже есть как бы игроки, которые с любыми 2 картами ставят all-in подряд. Ну, все меньше, но в тильте. Я иногда бывает в тильте. Нет. Да я в тильте бываю только в дешевых турнирах, ну, если такое, что-то жуткое. Бывает накрывает, но очень редко, очень редко. Это, мне кажется. Хотя говорят, вот профессионал не должен тильтовать, должен все правильно делать. Я, например, не согласен с этим. Я считаю, профессионал может тильтовать. И Я тильтую на фондовом рынке. У меня были периоды, когда я там за 10 минут терял миллион рублей, совершая какие-то безумные сделки. Так смотришь задним числом, думаешь, что ты наделал. Ну вот это Там нормально, я рынок считаю. стоит на месте, покупаешь, продаешь просто туда-сюда, и как бы и все. И минус 1 миллион рублей. И ты думаешь, блин, типа, такая огромная сумма за такой короткий промежуток времени. Что Я ты считаю, наделал? что ошибки это нормально. И Европейн, вот у него тоже интервью большое было на Gypsy, кстати, я тоже прочитал, интересное. И ты должен, ну, принимать их и брать на себя. И некоторые стесняются свою руку показать, например, плохо сыграл там маг. Я в лицо тебе, вот я на таком говне могу сыграть раздачу, и потом ты из этого можешь выгоду даже извлечь. В принципе, на будущее тебе Да, там всё конечно, оплатят и так потому далее. что тебя будут оплачивать уже. Поэтому, ну, как бы на ошибки нужно принять свои, и потом стараться их не совершать, потому что в дипранах бывает, действительно, ты накосипоришь, из-за этого кучу денег потеряешь своих. Например, ты же отвечаешь за свои... В покере в чем фишка и на рынке, если ты за себя торгуешь, ты отвечаешь за свои деньги сам.
Ты никого винить, по сути, не можешь, потому что ну, кривые, они рисуются только ну, решениями, которые люди принимают. Но именно из-за этого как раз я никогда и не шел в бизнес, потому что именно в бизнесе не всегда все зависит от тебя. А я считаю, что и в покере, и в трейдинге все зависит от тебя. Да, конечно, есть удача, но мы рассматриваем какую-то длинную дистанцию, именно покер и трейдинг как бизнес. И тогда как бы все зависит уже полностью от тебя. А покупал ты акции, например, этих майнеров? Нет, никогда не покупал. Они же вот кого надо покупать, они растут и растут, они выпускают айсики там новые. Мне кажется, они покупают. привязаны и к цене биткоина, и к остальному. Не покупал. Им выгодно то, чтобы цена биткоина в один момент опускалась, потом поднималась. Я не уверен, во-первых, что ликвидность там есть довольно хорошая. И, во-вторых, я их особо не смотрел. То есть это такой же хайп, там, как вот сейчас был с акциями производителей каннабиса. Когда им разрешили торговаться, они вышли, они взлетели, потом упали. Очень похожая история, да. Хорошо, а ты можешь сказать, вот профессиональный покерист, который в плюс катает довольно дорого, есть какая-то закономерность, что он может стать хорошим трейдером? Мне кажется, да. Потому что у него стрессоустойчивость хорошая, у него, скорее всего, аналитический склад ума, и это позволит ему анализировать всю получаемую информацию. Хорошо, есть, чтобы ты новичок, какие-то там учебники, библии, которые тебе нужно знать и которые тебе могут помочь? И вот, ну, чтобы базу какую-то получить. Есть книги, которые однозначно можно порекомендовать. Это, например, 2 книги Александра Кургускина. На форумах он раньше был известен как механизатор, написал 2 книги по трейдингу. Обе стоит прям точно прочитать. Это прям очень классные книги. Вторая по психологии, первая больше по систематизации и трейдингу. И также я бы посоветовал прочитать книгу своего приятеля Тимофея Мартынова, автор и основатель биржевого портала SmartLab. Он написал книгу, она тоже довольно хорошая, потому что она всеобъемлющая. Он постарался как бы рассказать про все аспекты трейдинга и постарался рассказать о том, почему не стоит торговать. То есть насколько трейдинг рисковый и насколько мало действительно людей зарабатывают. То есть вот эти 3 книги я бы однозначно порекомендовал как бы всем. Хорошо, а сложно зарабатывать и быть счастливым? Потому что я знаю, что многие трейдеры, которые зарабатывают, не так жестко выгорают на работе. Мне кажется, счастье вообще не зависит от получаемого дохода и от внутреннего состояния, которое либо есть, либо его нет. То есть от доходов оно точно не зависит. Больше какой-то суммы определенной, да, наверное, если у тебя доход? Но если у тебя совсем нет денег, то, Сложно быть счастливым, нет? наверное, да, сложно. В принципе, я нашел много сходных вещей. Так что, ребята, если не получается у вас в покере, можно пытаться в трейдинге, тем более. А можно же на условные деньги поиграть Никогда это не делал, но, конечно, можно. в теории? Да, просто для меня, я всегда считал, что невозможно играть как бы в покер на условные фишки, и так же, как и невозможно торговать на условные деньги, что отношение будет другое и восприятие риска. То есть для меня всегда было проще открыть на минимальную сумму. Поэтому я всем всегда советовал, если открываете счет, хотите попробовать, открывайте на минимальную сумму. Минимум, что дает вам брокер, Сразу почувствовать, 20-25 тысяч рублей, это не важно. Ее открывайте и пробуйте на нее. Даже если у вас там 50 миллионов рублей, неважно, абсолютно неважно. Спасибо, Саша, что ответил на все мои вопросы, за интервью. Если у вас, ребят, есть какие-то в комментариях вопросы, можете оставлять, я потом у Саши узнаю в личку. А так приходи в футбол играть, мы по средам С удовольствием. собираемся. Спасибо, что пригласил. Все.